Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Ну вот, вторая полочка моя тоже готова. Так же, как в первой, да, видите, петли по горловине. Здесь мы потом доберем, плечо закрыто. И сейчас мы можем перейти с вами к рукавам. Значит, рукава. Вот начнем пока, будем смотреть снизу. Дальше буду все объяснять, что я там нарисовала. Пока мы начинаем снизу. Значит, что у нас здесь видно? Значит, внизу это манжет. 23 сантиметра, 23 сантиметра и 24 сантиметра по разным размерам, да? Я вяжу на 23. Значит, я рассчитываю резинку, сколько петель мне надо набрать на резинку рукава. 23 петли я умножаю на плотность моего вязания, у меня получается 31 петля. Значит, сейчас мы набираем 31 петлю, так же как мы набирали здесь вот и по полочке, и по спинке, набираем 31 петлю и вяжем манжетку на высоту 7 сантиметров. И не забывайте, в последнем ряду резинки поменяйте спицы на больший размер. И сейчас мы с вами вяжем резинку для рукава. Вот резинка моя готова. Значит, длина 7 сантиметров, как мы и все вязали везде резинку по спинке, по полочке, да. Значит, теперь что мы делаем дальше? Вот в последнем ряду я вам, как вам сказала, я поменяла спицы на больший размер. Что еще? Я думаю, вы это помните, но еще раз напомню вам. Количество петель должно быть нечетным. И в лицевом ряду, вот у меня сейчас лицевой ряд, значит, первая после кромочной должна быть лицевая. И последняя перед кромочной тоже должна быть лицевой. Это для нашего рисунка. Значит, теперь дальше. Значит, расчеты идут у нас. Значит, теперь мы должны знать ширину нашей рукава сверху, да, вот пройма, где вот будет сшиваться. Вот этот размер я уже посчитала для всех трех наших размеров, по которым мы вяжем. 41 сантиметр, 43, 45. Я буду вязать по размеру 43, как я все вяжу. Значит, 43 я умножаю на мою плотность, у меня получается 61 петля. Это количество петель тоже должно быть нечетных. И это количество петель в том числе петли для погона. К этому мы потом еще попозже вернемся, да? Значит, вот здесь вот по высоте, на самой верхней точке рукава, у меня должно быть 61 петля. Вы рассчитайте свое количество петель. Высота или длина рукава у меня 45 сантиметров. Это уже включая резинку. Значит, вот этот кусочек от резинки до проймы 45 минус 7. Это будет 38 сантиметров. Вот этот кусочек, который мы сейчас должны еще будем связать. И теперь я немножко вам расскажу, кому интересно, да, способ, как надо рассчитать вот это ширину рукава сверху, да. Если вы этот способ будете знать, вам будет просто дальше делать любую свою модель, вы сможете также рассчитать. Вот посмотрите, я попробую, я думаю, что у меня получится показать вам, ну, вот немножко уменьшу, вот так, да. Значит, я рисую такой график. Вот это середина у меня, это так называемая линия плеча. От линии плеча я откладываю расстояние по пройме, которую мы с вами вязали. Вот если помните, было у нас 20, 21 и 22 сантиметра. Вот я отложила 20 черная, 21 зеленая и розовая 22. Это по спинке. По переду у нас было 19, 20 и 21. Здесь не беря в учет никакого погона. Это общая схема, да? Значит, здесь также черная у меня 19, зеленая 20 и розовая 21. Вот вы рисуете свой размер черный. Потом вы, значит, от этого размера вниз откладываете 3 сантиметра от своего. Это то, что мы делали на, если помните, по пройме на полочке, на спинке, мы вот делали вот этот выступ, да, помните, 3 сантиметра. Вот мы его здесь сейчас вниз откладываем 3 сантиметра. Нет, неправильно сказала. Мы не вниз его откладываем. Вот 20 сантиметров, это вот это все расстояние, 20 сантиметров. И 3 сантиметра мы как бы уменьшаем на 3 сантиметра нашу пройму. Также по всем размерам. И провожу пунктир. И провожу пунктир здесь.
Значит, вот эти 3 сантиметра, то, что мы убрали, и 3 сантиметра, что мы внесли вниз, мы соединяем прямой линией. Вот это у нас прямая линия. И прямая линия продолжается дальше на то расстояние. Вот сколько у нас здесь? 3 сантиметра здесь и 3 сантиметра здесь. Всего у нас 6 сантиметров. Значит, вот эту линию мы рисуем 6 сантиметров. Также для всех размеров. Видите, зеленая тоже. 3 вниз, 3 в сторону. И соединяем их и проводим 6 сантиметров. Также для розовой 6 сантиметров. Это с одной стороны. И то же самое мы делаем с другой стороны. И вот этот вот размер мы можем померить. И он получится вот то, что я посчитала для вас. Для меня это зеленый размер. И он у меня 43 сантиметра. Черный 41 получился, а розовый 45 сантиметров. Это вот как бы общая такая схема. Если вы хотите, вы можете ее дальше использовать. Значит, я думаю, что вам понятно. Вы откладываете свое расстояние по проме. Потом вниз 3 сантиметра, то, что мы ступеньку делали. И то же самое как бы возвращаетесь 3 сантиметра. И потом эту линию соединяете. Продолжаете ее вниз на 6 сантиметров. 3 плюс 3 на 6 сантиметров. С одной и с другой стороны соединяете. И вот ваш размер готов. Это небольшое отступление, но я думаю, что оно вам поможет в будущем. Итак, мы рассчитали. Мы уже знаем вот этот наш размер. 41, 43, 45. Мы знаем высоту нашего рукава. 45 сантиметров минус резинка. Значит, 38 сантиметров. И теперь нам посчитать, сколько нам надо будет связать вот этот кусочек, сколько рядов. Я примерно свою плотность знаю. Значит, у меня в одном сантиметре 2,66 рядов условно. Значит, я вот эти 38 сантиметров умножаю на 2,66. У меня получается примерно 100 рядов. Теперь количество петель. Здесь у меня 31 петля по низу. Поверху у меня 61 петля. Значит, на протяжении вот этого всего рукава мне надо добавить 30 петель. 61 минус 31 получается 30. Но так как я буду добавлять симметрично, с каждой стороны по петле, здесь петля и здесь, значит, сразу по 2 петли будет добавляться. Значит, 30 петель мне всего надо добавить, а так как их по 2 сразу, значит, 15 раз я буду добавлять по 2 петли. Теперь считаем. Значит, я насчитала, что у меня 100 рядов примерно, делю на 15. У меня получается там 90, то есть 6 с копейками. И мы убираем это число в сторону меньшего. Не округляем в сторону большего, а округляем в сторону меньшего. И чтобы это количество было четное. И у меня получается, что каждые 6 рядов я буду добавлять 2 петли. Вот я провяжу эти. У меня сейчас получится 90 рядов, не 100. И проверим свой размер. Может, он уже совпадет, потому что плотность очень сложно рассчитать, особенно высоту. Поэтому мы проверим чуть меньше. Если вам не хватит высоты рукава, длины рукава, вы потом просто по прямой добавите. А если хватит, значит, на этом остановитесь. И как я делаю для себя? Я вот рисую такую табличку, да, вот каждые 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом 2 добавлю. Опять 7, 8, 9, 10, 12. В седьмом я добавлю. И так дальше. Вот я рисую свои 90 рядов. И когда я буду вязать, первый ряд провязала, зачеркнула. Второй ряд провязала, зачеркнула. И так, пока я не довяжу до пройма. Теперь еще один такой совет вам, как вам легче сделать, чтобы вы не путались с рисунком. Когда вы будете добавлять петли, а у нас рисунок идет каждые 2, и чтобы вот эта петля, которая сбоку добавлялась, вам не портила и не путала вас, я вам покажу, как я это делаю сама. Вот посмотрите, сейчас мы начнем вязать. Вот у меня первый ряд. Сейчас в первом же ряду я начну делать прибавку, да, вот у меня стоит в первом ряду, я должна сделать прибавку. Значит, как я ее делаю? Кромочную я провязываю, то есть снимаю, и вот из протяжки я провязываю лицевую. Вот я добавку сделала. И вешаю маркер, чтобы не путаться. Это у нас добавка, она остается как бы в стороне.
И начинаем вязать свой рисунок. Первый ряд рисунка мы, значит, петли переснимаем, меняем стенки, 2 вместе накид, 5 переснимаем, меняем стенки, 2 вместе накид. И мы так с вами вяжем до конца ряда. Подхожу к концу ряда, я связала последние 2 вместе, делаю накид и петля для симметрии. Все, наш раппорт закончился. Я вешаю опять маркер и делаю прибавку. Опять из протяжки я провязываю лицевую и кромочную. Это мы провязали с вами первый ряд. Вот мы его можем зачеркнуть. Дальше мы вяжем 5 рядов по рисунку. Больше ничего мы не прибавляем. То есть у меня так получилось, да? Я больше ничего не прибавляю. И этот маркер, провязывая остальные 5 рядов, я просто его там же, на этом же месте оставляю, переношу в процессе вязания. И он у меня никуда не девается, вот эти 5 рядов. Вот смотрите, изнаночный ряд. С изнаночной стороны петлю, которую я добавила, я буду провязывать изнаночными. И все, вот у нас теперь рисунок. Мы продолжаем вязать рисунок. Не обращаем внимания на те петли, которые мы добавили с краю от маркера. Так, сейчас мы провяжем 6 рядов. То есть я провяжу 6 рядов и покажу, как дальше сделать. Вот я связала первые 6 рядов. Это у меня 6 рядов, да? Следующий. Теперь я должна опять делать прибавку. И как это делается? Вот, чтобы я делюсь вот просто своим опытом, да? Значит, кромочную я снимаю. И вот у меня одна петля уже есть здесь до начала моих основных петель. Я вот ее переснимаю. А вторую мне тоже сейчас надо добавить. Я делаю опять из протяжки, одеваю ее как бы петельку, возвращаю вот эту первую уже добавленную, и вот эти 2 петли можно провязать раппорт. Я опять их провязываю, вот как мы вяжем, 2 вместе с наклоном влево, делаю накид, и вот этот маркер мы можем уже убрать, и продолжаем дальше опять уже по рисунку. То есть мы с правой стороны добавили уже 2 петли. И сейчас мы вяжем с вами до конца ряда, то есть до маркера. И я покажу, как вам там сделать. Вы, конечно, можете добавлять, как вам нравится, но таким способом получается красиво ложится рисунок. И вот эти прибавки, не очень видно, что там какие-нибудь дырки или еще чем-нибудь, или там рисунок спутали. Все получится красиво. Значит, сейчас мы довяжем с вами до конца ряда. У меня это получается первый ряд по раппорту, так как раппорт 6 рядов. И у меня получается как раз в каждом 6-м ряду я буду добавляю петли. И так, во-первых, очень удобно. Сразу, знаете, в начале раппорта надо делать прибавки. Если у вас получается какое-то другое количество рядов получилось, ну, вам просто немножко надо будет следить и за раппортом, и за прибавками. Итак, вот я подхожу к концу ряда. Значит, здесь вот у меня 2 петли последние связала, сделала накид, и вот у меня одна петля, которая у нас для симметрии, мой маркер. Значит, мы что же можем сделать? Вот эту петельку я переснимаю, убираю маркер, добавляю одну петлю перед той, которую мы уже добавили, накид делаю из протяжки, одеваю вот эту предыдущую петлю, и вот эти 2 петельки вместе я их провязываю вместе, делаю накид, и вот эта последняя петля превращается в петельку для симметрии. Все, мы добавили, и у нас уже появилось здесь 2 петли добавилось, и в начале 2 петли добавилось. И теперь можем следующие 6 рядов мы вяжем спокойно по рисунку. Когда нам надо будет делать следующую прибавку, мы будем опять использовать маркеры. Мы повесим маркер после кромочной, то есть сделаем накид из протяжки,
повесим маркер и будем вязать наш узор. И также в конце, как я вам уже показывала. Значит, давайте будем продолжать работать над рукавом. Будем вязать рукав, постепенно прибавляя петли до вот этого места, где у нас вот как бы начинается пройма. Как будем делать дальше, я вам потом покажу. Все, мой рукав готов. После того, как я сделала все прибавки по швам рукава, да, у меня, значит, получилось, вот я пришла к своим 43 сантиметрам, то, что мне надо было, и длина рукава у меня уже даже получилось 47. Поэтому, вот как я и говорила, что вы сначала сделаете все прибавки, потом померьте. Если длина рукава достаточно, на этом останавливаемся. Если вам немножко не хватает, вы просто по прямой потом можете довязать свой рукав. Вот, я поэтому больше ничего довязывать не буду. Вот я связала свой рукав. Я дошла до того места. Вот сейчас мы будем делать с вами, будем формировать окат этого рукава. Вот, в принципе, значит, стандартная схема, вот вы можете ее использовать. Помните, мы с вами рисовали вот такую схему, да? Вот мы сейчас дошли, словно вот до этого места, да? И сейчас осталось связать вот этот кусочек, и тогда можно вшивать рукав. Это если спущенное плечо, классическая форма, да? Вот здесь вот этот немножко спуск делаете, 3 сантиметра здесь, 3 сантиметра здесь, вот по наклонной. Остальную площадку можно просто закрыть петли. Но так как у нас здесь присутствует погон, я решила немножко поменять эту схему. Сделаю по-другому и расскажу, как мы будем это делать с вами. Вот смотрите, вот у меня план моего рукава. Я его перерисовала отдельно на блокнотик, да. И вот смотрите, я буду делать, как я говорила, классика. Здесь вот по наклонной петли спускаете, и потом просто площадка на высоте 4 сантиметра. Я решила сделать немножко по-другому. Вот смотрите, я здесь немножко сделаю полого, как бы вот площадку, перейду и вот так вот немножко повыше сделаю этот наш окат. За счет этого увеличится само расстояние. Здесь у нас сейчас будет, я буду делать на высоту 6 сантиметров. Вот эту самую головку рукава. И здесь вот немножко вначале мы будем покруче петли закрывать, потом немножко более полого, и перейдем к тому, что у нас останутся петли только нашего погона, вот с двух сторон. И потом будем продолжать вязать этот погон. Значит, теперь что мы должны рассчитать? Вот 6 сантиметров, сколько это рядов? У меня 6 сантиметров. Это 14 рядов. Вы считаете свое количество рядов. То есть мне надо делать 7 поворотных рядов. Я буду делать рукав укороченными рядами, чтобы вот закрыть петельки потом за один раз все, чтобы у нас красивая кромка получилась, так как у нас шов идет по лицу, да, вот, чтобы вот видно было. Поэтому вот эту часть мы закроем в один раз. Для этого мы будем делать все укороченными рядами. Значит, теперь мы считаем. У меня это 61 петля получилось вот здесь. 61 петля. Вы смотрите свое расстояние. Отнимаем, значит, 7 петель погон. Я буду делать погон. Значит, у меня 4 сантиметра погон мы планировали, умножая на свою плотность, у меня получается 5,6. Но так как надо, чтобы было нечетное количество петель на погоне, так чтобы рисунок у нас шел, я буду увеличивать, то есть округлять в сторону увеличения, а не уменьшения. То есть я возьму не 5, а 7 петель. Потому что погон у нас так не очень широкий. Я возьму 7 петель на погон. И плюс еще по одной петле заберу отсюда на кромочные. Чтобы у меня были 7 петель чистый вид погона плюс 2 кромочные. Поэтому у нас на погон 9 петель. Это получается у нас 52 петли. 52 петли я делю на 2, получается 26. Значит, с каждой стороны я должна закрыть 26 петель, и 9 петель у меня останется на погон. И как мы сейчас это будем делать? Значит, смотрите,
Значит, первый ряд. Тут у нас 26 петель здесь, 9 петель погон и 26 петель с другой стороны. Значит, 26 петель я должна буду закрыть в 7 поворотных рядах. 14 рядов, 7 поворотных. И для этого я, значит, нарисую, у меня будет 7 площадок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь вот эти площадки мы должны заполнить петлями. Поэтому начнем. Как я сказала, сначала будем делать более резкие. Значит, я возьму сначала, для начала посчитаем так, 5 петель, то есть 6 петель. Потом возьмем 5 петель. Потом немножко поменьше, 2 раза по 4. Потом я возьму 3 петли. И последние 2 площадочки по 2 петли. Теперь посчитаю. Значит, 11, 15, 19, 22 и 26. Вот у меня получается 26 петель. Значит, 6, 5, 4, 4, 3, 2 и 2. Естественно, то же самое будет с этой стороны. Но сейчас мы по порядку, да? Сейчас мы вяжем первый ряд. Мы сейчас находимся вот в этом месте. Первый ряд мы вяжем по лицу. И не довязываем до конца ряда 6 петель. Чтобы было проще, я сразу повешу маркер здесь на 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петель в первом ряду я не довяжу. Значит, вот я вешаю маркер, да? И сейчас мы вяжем с вами первый ряд до этого желтого маркера из 14. Естественно, вы продолжайте соблюдать рисунок, да? Давайте сейчас вот первый ряд свяжем и потом будем дальше работать. Так, мы подходим к маркеру. Значит, я делаю последний раппорт рисунка. И теперь после желтого маркера мы должны развернуться. Здесь, естественно, накид не забывайте, да? Мы разворачиваемся по лицевой петельке. Здесь лицевая петля. Вхожу на ряд ниже, вытаскиваю лицевую и одеваю ее назад. Все. И здесь я повешу опять маркер, чтобы мы знали, где дальше считать в следующем ряду, откуда петельки отсчитывать, чтобы не искать эти двойные петли все время. Так проще, я уже поняла, да? Теперь, значит, мы находимся вот в этом месте. Это у нас был первый ряд. Теперь второй ряд мы возвращаемся назад. Второй ряд. Возвращаемся назад. И здесь мы тоже не довязываем 6 петель. Берем еще один маркер и вешаем его уже с другой стороны. Отсчитывая 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чтобы знать, где мне разворачиваться. Так, и теперь мы вяжем с вами второй ряд из 14. Теперь уже до розового маркера. И опять-таки не забывайте соблюдать рисунок, да? Так, заканчиваем второй ряд, подходим к розовому маркеру. И здесь мы должны развернуться. Но так как у нас здесь накид, я просто в накид войду и повешу маркер. То есть повешу петлю назад на спицу и верну розовый маркер назад. Так, значит, мы связали с вами, мы находимся здесь, мы связали с вами два ряда. Первый сюда, второй мы вернулись. Теперь мы вяжем с вами третий ряд, опять по лицу. И теперь уже не довязываем, плюс еще 5 петель. То есть у нас первый раз мы 6 не довязали, теперь мы 5 не довязали. Значит, у нас здесь вот висит маркер, где мы развернулись. И от него мы должны отсчитать 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я сейчас повешу
второй желтый маркер, а этот могу снять. Значит, в третьем ряду мы сейчас вяжем по лицу и опять не довязываем до желтого маркера. Вот, смотрите, это значит наш третий ряд. Мы довязали сейчас вот наш третий ряд. И мы находимся сейчас в этой точке. И сейчас мы должны повернуться. Желтый, то есть маркер пока сниму. У меня сейчас лицевая петля. Я вывожу на ряд ниже, одеваю ее назад и возвращаю маркер назад. Тоже на спицу, чтобы нам в следующий раз не запутаться. Так, теперь мы должны с вами вязать четвертый ряд. Четвертый ряд отсюда мы вяжем по изнанке. Четвертый ряд. И опять должны не довязать. Здесь тоже 5 петель. Вот для этого у нас есть второй розовый маркер. Я от этого, где мы уже разворачивались, отсчитываю 5 петель. Раз, два, три, четыре, 5. Я знаю, что мне надо будет теперь развернуться в этом месте. А второй розовый мы его снимем. Так, и теперь мы вяжем с вами четвертый ряд по изнанке, вот в этой точке, и не довязываем 5 петель. Ну, в общей сложности уже 11 петель мы не довязываем. Так, смотрим теперь на схему. Да, мы связали с вами 4 ряда. Сейчас находимся в этой точке и продолжаем вязать. Значит, вы сейчас самостоятельно свяжите пятый ряд 4 петли и шестой ряд 4 петли, седьмой ряд 5-4 петли, восьмой ряд 4, девятый 3, 10 3, 11 2, 12 2, 13 2 и 14 2. И когда вот вы довяжете до этой точки, мы с вами встретимся. Вот я 14 ряд закончила, и между маркерами у меня должны, если все правильно мы сделали, остаться 9 петель на погон. Вы смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель на погон. И вот это 14 ряд. Мы сейчас находимся с изнанки. Мы провязываем до конца ряда теперь все изнаночными петлями. И здесь у нас должно получиться остаться 26 петель. Это вот эти петли, с которых мы начинали, да, 26, 9 и 26. Значит, вот здесь у нас должно быть 26 петель. Мы их провязываем все изнаночными. Там, где у нас сдвоенная петля, провязываем ее как одну. Значит, заканчивайте вот этот 14 ряд до конца. Все, я 14 ряд довязала. Вот теперь мы находимся по лицу. И вот эти маркеры, это у нас петли погона. Вот эту часть мы сейчас петли закроем. Петли надо закрывать по лицу. Поэтому я сказала, что провяжите по изнанке, все изнаночным. И сейчас по лицу мы эти петельки закроем. У меня это 26 петель. Значит, я сейчас закрываю 26 петель до маркера. Петли, когда будете закрывать, не затягивайте. Лучше пусть они немножко посвободнее будут, чтобы вот этот наш окат, вот видите, как там, где нет спицы, сейчас вот видно, как он получился у нас красиво, вот окат нашего рукава. И также аккуратненько вот эти петли сейчас с другой стороны до маркера закройте. 26 петель, но не затягивайте. Вот петли половины оката рукава я закрыла. Теперь у нас осталось вот 9 петель до розового маркера. Это петли моего погона. Я сейчас начинаю вязать погон по рисунку. Все здесь продолжается у меня по рисунку. Вот эта последняя петля нам теперь будет как кромочная. И здесь мы вяжем по рисунку 9 петель. И 9 у нас опять будет как кромочная. И теперь мы развернемся и будем продолжать вязать наш погон на нужную нам высоту. Значит, у нас здесь, ну вот, померьте, вот вы когда связали, сколько у вас здесь получилось? У меня получилось 14 сантиметров. Значит,
погон вяжем на длину 14 сантиметров. А вот эти петли, которые у нас остались второго оката, да, мы их пока просто переснимем на другие спицы, чтобы не обрывать ниточку, да, пока. Вот здесь тоже должно остаться у нас те же 26 петель, они должны быть симметричны. Значит, правая половина оката и левая половина оката. Вот я переснимаю пока петли, это у нас левая половинка, да, на другие спицы. Можете переснять на нитку с иголкой, как вам удобнее. Мне удобнее, вот я другие спицы, у меня тоже есть на леске. И просто они здесь вот у меня останутся, эти петли на леске, да. Вот сейчас у меня остались на спице только петли погона. Я продолжаю вязать погон по рисунку на высоту 14 сантиметров. Давайте мы это сделаем и потом встретимся. Вот смотрите, погон я свой довязала. Вот у меня получилось как раз на высоту 14 сантиметров. Теперь мы берем опять нитку с иголкой и переснимаем вот эти 9 петель погона на ниточку с иголкой. Так, эту ниточку можно завязать, чтобы петли наши не убежали. Так, вот эту нитку от клубка обрезаем. И вот эту вторую половину оката рукава теперь опять, видите, которую я пересняла на другую пару спиц, и мне проще, я сразу закрою сейчас петли. Вот эту половину мы тоже закрываем петли, но петли закрываем по лицу, да? Значит, я беру вот эту опять нитку от клубочка, которую у меня только что я обрезала. Здесь ее прикрепляю и начинаю закрывать опять. У меня здесь должно быть опять 26 петель. Аккуратненько тоже не затягивая, закрываем петли второго оката. Вот мой рукав готов. Теперь нам надо связать точно такой же второй рукав. После того, как у нас оба рукава будут готовы, мы их вошьем в проймы, потом соберем все петли по горловине, доберем нужные еще петли и будем вязать с вами стойку воротник. Так что давайте будем продолжать работать. Ну вот, у меня готовы оба рукава уже. Один рукав я даже уже вшила. Сейчас покажу вам, как я это делаю, и вы тогда сможете тоже вшить оба рукава, и потом будем заниматься горловиной. Итак, значит, вот эти швы, которые так называемые наизнанку швы, я решила с ним вшивать, используя не нитку, которую мы вязали, а подобрала по цвету. Вот даже если, я не знаю, видно вам или нет, она нитка один в один по цвету к моим шерстяным ниткам, но она обыкновенная ниточка и очень-очень прочная. Она тоненькая, но прочная. И буду использовать обыкновенную иголочку с широким ушком. Вот я взяла ниточку, значит, в конце сделаю узелок и будем сшивать. Почему я решила взять эту нитку? Мне кажется, что это швы и так уже как бы довольно, ну, не грубовато, но толстоватый получается. Если я еще буду использовать обыкновенную такую нитку, он будет еще толще. И я думаю, что будет не очень красиво. Поэтому я так решила. Но вы можете попробовать и по-другому, как вам больше нравится. Итак, значит, вот я поворачиваю свое изделие. Вот у меня полочка и рукав. Я прикладываю вот здесь край, там, где начинается пройма, полочку с рукавом. И вот эту пройму прикладываю там, где у меня начинается погон. И вот у меня вот это расстояние должно совпасть. Видите, оно как раз мы правильно рассчитали. Вот у меня все совпало. Теперь, значит, беру свою иголку с ниткой. Теперь здесь можно еще посерединке подколоть. Беру свою иголку с ниткой. Здесь ее где-нибудь закрепляю.
Так, чтобы ее, естественно, не видно было, да? Закрепляю. И мы можем начинать с вами сшивать. Вот я ищу, вот здесь у меня косичка. Попробую поближе. Вот по рукаву косичка, где мы закрывали, видите, шов, то есть закрывали петли. И здесь косичка, она, вот она боковая, ее тоже видно. И вот стараюсь вот эти две косички, как бы их вместе так приложить. А шов буду прокладывать под косичками. Под косичкой на рукаве и под косичкой по полочке. Вот я сделала стежок. Теперь возвращаюсь немножко назад. Чтобы везде было под косичками у нас, да, подходил этот шов. Чтобы они как бы вот вывернулись наверх. Прохожу дальше. Это опять шов вперед иголку. И возвращаюсь на стежок. Опять здесь чуть-чуть дальше. И все время еще вот эти косички, чтобы стежок был под косичками. И возвращаюсь назад. И вот посмотрите, я так буду пришивать. Вот, и у нас вот этот шов, вот он будет из двойных, две косички. Вот так мы будем все ровненько пришивать. Дойдем до этого места, где переходит в погон. Здесь тоже ищем все эти кромочные петли. И также соединяем. Здесь немножко вот угол можно чуть-чуть скруглить, вот, чтобы не такой острый был, вот, где по полочке. Вот чуть-чуть его скруглите, да, когда будете подходить к этому месту, к погону. Можно так чуть-чуть загнуть и вот в этом месте его приколоть немножко так. Ну, в общем, короче говоря, аккуратненько вот этот шов мы сшиваем сначала с одной стороны, потом разворачиваемся и, начиная от погона вниз к пройме, уже по спинке, мы все время должны шить по, значит, по полочке или по спинке, а рукав остается у нас внизу. И когда вот вы все это аккуратненько проделаете, эту работу, вот у вас получится то же самое, что вот у меня получилось здесь. Вот посмотрите, мне кажется, довольно красиво он получился. Это нитки с этой стороны вообще не видно. Чуть-чуть здесь с рукава, если присмотреться, вот этот стежок, его можно найти, но когда вы это постираете и вот это вот все разложится, можно будет потом чуть-чуть припарить этот шов, чтобы он красиво вот так вот лежал, и вас ничего видно не будет. Вот. А после того, как вы шьете рукав, само изделие вот по боковому шву, вот здесь вот полочку и спинку, я сшивала уже обыкновенной ниткой. Тоже по изнанке. Так вот приложила и тоже прошивала таким же швом, но уже простой ниткой, тоже, которую мы вязали. Использовала, вот у меня были хвостики, ну, в швах, когда оставались нитки, да, вот у меня здесь вот есть хвостик, здесь хвостики. И вот эти все хвостики я использовала, чтобы сшивать швы по рукаву, вот этот боковой шов, и между полочкой и спинкой. Значит, сейчас вот такая работа предстоит нам: вшить наш рукав. То есть вам надо два рукава вшить, я вошью второй рукав, и потом мы начнем с вами работать с нашей горловинкой. Это уже будет заключительный этап нашей работы, они будут самые интересные. Вот сделаем горлышко, а потом перейдем к молнии. Так что давайте будем продолжать.